Скорбящий вдовец посетил могилу своей жены, которая умерла на 8-м месяце беременности. Но, прибыв на могилу, он сделал шокирующее открытие. Туман стелился низко над кладбищем в Грейс-Фоллс в то субботнее утро. Солнце с трудом пробивалось сквозь серые облака. Машина Алекса медленно въехала на пустующую парковку, ее двигатель нарушал гнетущую тишину. На его наручных часах стрелки указывали ровно месяц со дня похорон. Алекс, 37-летний мужчина, вышел из автомобиля, позволив себе мгновение, чтобы ощутить вес утраты, вновь навалившейся на плечи. Кладбище растекалось перед ним морем гранитных памятников. Подойдя к багажнику, он достал букет свежих цветов и направился к могиле своей жены, Элизы. Она умерла на 8-м месяце беременности. Сегодня был ровно месяц. На полпути Алекс заметил женскую фигуру, стоявшую у могилы Элизы. Что-то в силуэте казалось мучительно знакомым: осанка, одежда, даже движение. «Элиза?» — вырвалось у него, прежде чем он понял абсурдность надежды. Женщина исчезла в тумане. Алекс моргнул. Галлюцинация? Горе? Он не был уверен. Подойдя ближе к могиле, он заговорил с ней, как делал всегда. «Эй, дорогая, прошел месяц. Я все еще жду тебя в той комнате, которую мы готовили для малыша». Он замолчал, сглотнув подступившие слезы. Немного поговорив, он поехал в фотомастерскую в центре города, чтобы распечатать фотографию Элизы. Пока он ждал, вспоминал их совместные моменты. Пляжный отпуск, свадьбу, как она принесла положительный тест, сияя от счастья. С новой фотографией Алекс вернулся на кладбище. Теперь там было многолюдно. Где-то неподалеку шла похоронная церемония. Подходя к могиле, он замер. На надгробии лежал младенец, укутанный в одеяло. Его сердце забилось чаще. Это был мальчик, примерно месячного возраста. Светлые волосы, голубые глаза. Лицо Элизы. Он поднял ребенка. Он был теплым и живым. У Алекса закружилась голова. Элиза умерла до родов. Так сказали в больнице. Документы предоставил ее отец Роланд. Все официально. Но ребенок — это его сын? Алекс направился к сторожу кладбища, пожилому мужчине по имени Джек. Тот, заметив младенца, лишь покачал головой. «Порой души возвращаются, парень. На этой неделе что-то странное витает в воздухе». Алекс не знал, как интерпретировать его слова. Он только понял одно: он не может оставить ребенка здесь. Он направился к доктору, своему другу и педиатру по имени Маркус. В клинике они провели неофициальный тест ДНК. Результат — Алекс — отец. Но как? Он видел тело Элизы в гробу. Или думал, что видел. Он поехал в полицейский участок, рассказал, что видел женщину, как 2 капли воды, похожую на Элизу. Просил проверить записи, но ему не поверили. Когда он вернулся в клинику, Лейла, жена Маркуса, передала ему сумку с вещами для младенца. Алекс нашел в одеяле ребенка записку, написанную рукой Элизы: «Прости меня, позаботься о нем». На обратной стороне адрес прачечной в Шарлотте, где жила семья Элизы. Он позвонил своей матери Анне. Та сразу сказала: «Я еду с тобой». Вдвоем они отправились в путь. Особняк семьи Элизы возвышался на окраине Шарлотты. У ворот Алекс представился, настаивал на разговоре. С трудом, но их впустили. Роланд и его жена Мари выглядели напряженно. Алекс говорил о ДНК, о ребенке, о записке. Роланд все отрицал. Мари избегала взгляда. Но потом Алекс услышал стук, ритмичный, глухой. Роланд сказал, что это садовники, но Алекс не верил. Когда они уходили, Алекс заметил лицо в окне.
лицо Элизы. Он рванул обратно в дом, и охранники попытались остановить его. Началась драка. В этот момент прибыли полицейские, вызванные Анной. Роланд пытался подкупить их, но безуспешно. Мари не выдержала давления. Ее руки дрожали, когда она, наконец, подняла глаза и с надтреснутым голосом начала говорить. Она рассказала, как Роланд, одержимый контролем и желанием сохранить честь семьи, фальсифицировал документы о смерти Элизы. Он убедил всех, включая медперсонал, что делает это ради ее же блага. Элизу он забрал из больницы под предлогом специализированного послеродового ухода. Когда она пришла в себя после родов, ей сообщили, что Алекс погиб в авиакатастрофе. Весь медицинский персонал, обслуживавший ее, был подкуплен. Их заставили поддерживать эту ложь. Девушка находилась в состоянии шока и депрессии, и это только укрепило ее веру в рассказ отца. Дом стал тюрьмой. Ей запрещали пользоваться телефоном, интернетом, даже письма проверялись. Комната, в которой она жила, была оборудована камерами. Любая попытка сбежать каралась изоляцией и медикаментозным подавлением эмоций. Элиза постепенно теряла волю, уверенность в себе и с каждым днем все больше верила, что осталась одна в этом мире. Мари, сначала соглашавшаяся с планом Роланда, со временем начала понимать чудовищность происходящего. Она наблюдала, как гаснут глаза ее дочери, как она превращается в тень самой себя. Именно тогда у нее зародилось сомнение. Она призналась, что видела, как Элиза тайно написала записку и спрятала ее в одеяле младенца, надеясь, что кто-то, может быть, Алекс, найдет ее. Когда офицеры прочесали дом, один из них открыл дверь в небольшую комнату на 2-м этаже, и оттуда, словно вихрь, выбежала Элиза. Увидев Алекса, она застыла на секунду, а затем с криком рванулась к нему, обвив руками его шею. Слезы текли по ее щекам. «Я думала, ты погиб», — всхлипнула она, прижимаясь к нему так, словно боялась, что он исчезнет. Алекс держал ее крепко, не в силах выговорить ни слова, лишь гладил ее по спине, ощущая, как дрожит ее тело. Через мгновение он почувствовал, как к ним осторожно поднесли малыша, их сына. Он вложил его в руки Элизы. Они оба опустились на колени прямо посреди парадной лестницы, обнявшись и держа ребенка между собой. «Он наш, Алекс. Он по-настоящему с нами», — прошептала Элиза. Алекс кивнул, целуя ее лоб. Они решили назвать его Элиан. Соединение их имен, символ возрожденной надежды и любви, которую не удалось уничтожить ни лжи, ни страху. На следующее утро с разрешения полиции они покинули дом. Мари, устыдившись, попросила дать ей шанс увидеть внука. Элиза согласилась, но сказала: «Нам нужно время». На обратном пути домой в авто они сидели втроем — Алекс, Элиза и их сын. Позади остались ложь, предательство и страх. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.